Евросоюз одобрил выделение 50 миллиардов евро для Украины. А кто еще отказался от должности главнокомандующего в Киеве? В Англии задержали высокопоставленного оккупанта. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Европарламент заседает, а фермеры забрасывают его яйцами. Как работают депутаты в таких условиях? Мы хотим остановить эти безумные законы. Что увидел Международный суд в действиях России, а на что закрыл глаза? Суд приходит к выводу, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по статье 2, пункт 1а. Что с мигрантами будут делать в Соединенных Штатах и как починить демократию? Потому что у нас была самая безопасная граница за всю историю. А теперь у нас самая худшая граница за всю историю. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, это очень важно. Во-первых, мы понимаем, что вы думаете обо всем, что происходит, а YouTube понимает, что это видео можно показать еще кому-то. Поехали. Владимир Зеленский таки уволит главнокомандующего Валерия Залужного на этой неделе. Так утверждают журналисты CNN. Источники Reuters, в свою очередь, утверждают, что должность была предложена еще и командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но он от нее отказался. Я напомню, кадровая интрига зависла с конца прошлой недели, когда украинские и мировые медиа начали сообщать со ссылкой на собственные анонимные источники о том, что президент хочет уволить главнокомандующего. Вооруженные силы Украины продолжают освобождение левого берега Днепра, расширяют плацдарм. Там, несмотря на невероятное сопротивление оккупантов, огромное количество обстрелов и штурмов. Российские телеграм-каналы пишут о том, что силам обороны Украины удалось зайти в Крынки. Это населенный пункт, который находился на самой линии соприкосновения. Вместе с тем, российские провоенные каналы массово постят видео с дрона, видео разрушенного населенного пункта, утверждая, что это именно Крынки, видимо, оправдывая свое отступление оттуда. Вместе с тем, в другой части фронта, в Харьковской области, российская авиабомба прилетела в больницу в селе Великий Бурлук Купинского района. Управляемая авиабомба прилетела в медучреждение, когда там находилось 38 человек. К счастью, их удалось эвакуировать. Евросоюз договорился о помощи Украине, проголосовав единогласно за предоставление 50 миллиардов евро помощи. Разумеется, не сразу, а на протяжении нескольких лет. Это подтвердил в своем твиттер глава Европейского совета Шарль Мишель. Мы договорились, все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. Глава Евросовета говорит, что ЕС понимает, что поставлено на карту, и ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Европейский Союз на разных уровнях пытается предпринять действия, которые сделают это невозможным. Имеется в виду блокаду со стороны той же Венгрии. Последний визит Сиярто в Ужгород очень демонстративный был в этом контексте, потому что страна, которая начиная, напомню, с 2017 года блокирует помощь Украине и имеет довольно прохладные такие ощущения по отношению к Украине, сегодня демонстрирует потепление в отношениях, дает какие-то нам домашние задания, которые мы, впрочем-то, частично либо полностью выполнили, и создает условия для того, чтобы отойти от своей радикальной риторики в контексте поддержки Украины. Я думаю, нас еще ждут детали того, почему таки проголосовал за премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и какие именно условия предоставления этих средств будут подписаны. Ведь условиями венгерского премьера были ежегодные проверки и пересмотр помощи. Но это выбивалось из рамок бюджетного планирования Европейского Союза. Об этом в наших выпусках и в нашем Телеграм. Давайте следить вместе и не забудьте подписаться. Тем временем здание Европарламента в Брюсселе атаковано. Его закидали яйцами фермеры, которые продолжают протесты практически во всех странах Европейского Союза.
Фермеры из Италии и Испании присоединились к акциям протеста. Один из испанских фермеров заявил, что они хотят остановить, цитирую, «безумные законы Европейской комиссии». Фермеры говорят, что им недостаточно платят, их душат налогами и зелеными правилами, а также они сталкиваются с нечестной конкуренцией из-за рубежа. Все это перед выборами в Европарламент. Вот так случайно совпало. Мы хотим, чтобы были оговорки. Это крайне необходимо. Во-вторых, мы хотим остановить эти безумные законы, которые каждый день поступают из Европейской комиссии. Это своего рода цунами. И третье, мы требуем уважения со стороны испанцев и фермерских хозяйств европейского сообщества. Официально фермерский кризис не включен в повестку Европарламента, но точно будет обговариваться среди депутатов. Суд ООН отклонил большую часть иска Украины против России о нарушении договоров ООН. В частности, суд признал нарушение только некоторых статей договоров о борьбе с терроризмом. Украина призывала считать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также заявляла о систематической дискриминации национальных меньшинств в Крыму после его аннексии. Суд увидел нарушения со стороны России, но только в некоторых вопросах. Говорит, Россия нарушила только те статьи, которые связаны именно с финансированием терроризма. Суд приходит к выводу, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по статье 2, пункт 1а и статье 5е В КЛРД тем, как она внедрила свою систему образования в Крыму после 2014 года в отношении школьного образования на украинском языке. Затем суд переходит к вопросу о средствах правовой защиты. В отношении своих претензий по КЛРД Украина просила, помимо заявления о нарушениях, прекращение Российской Федерации продолжающихся нарушений, гарантий и заверений в неповторении, компенсации и возмещения морального вреда. Суд считает, что Российская Федерация по-прежнему обязана обеспечить, чтобы система обучения на украинском языке должным образом учитывала потребности и разумные ожидания детей и родителей украинского этнического происхождения. Суд не считает необходимым или целесообразным предписывать какие-то другие средства правовой защиты, запрошенные Украиной. Хотя бы признают, что Россия нарушила обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Но следует только внимательнее к этому относиться, а не, скажем, освободить, оккупированные территории или, допустим, дать доступ правозащитным организациям к ним. Нет, только некоторые параграфы из всей конвенции. В Дагестане возле собственного дома был расстрелян боец смешанных единоборств. Магомедрасул Мутаев возле своего же подъезда в Махачкале он получил выстрел в голову. Убитый был подопечным покойного Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова. О причинах пока не говорят. В Англии задержали так называемого экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя федерального министра промышленности России Дмитрия Овсянникова. Задержали его за нарушение санкций и отмывание денег. Об этом пишет газета The Times в бумажной версии издания. Но уже несколько медиа, несколько ресурсов вышли с подтверждением и со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Овсянников открыл счет в Halifax Bank of Scotland и внес туда 4 платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, а также хранил 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличными, которые были получены преступным путем, как утверждают правоохранители. Овсянников является санкционным лицом Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам. Овсянникова оккупанты назначили губернатором Севастополя в 2017-м и сняли с должности в 2019-м. А в 2020-м его уже выгнали из партии «Единая Россия». И точно не за дом в Англии, в котором его как раз и задержали.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил 3 лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы границы и вопросы Украины с Израилем, вероятно, разделят. Об этом пишет издание The Hill. Авторы также отмечают, что Джонсон говорит, что решение в конечном счете будет зависеть именно от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате. Ну а сам текст спикер Джонсон ставит под сомнение, поэтому, скорее всего, дебаты будут продолжаться еще долго. У нас катастрофа на южной границе. Именно потому, что граница была намеренно открыта. Мы видим те ужасы, которые происходят сейчас по всей нашей стране. Вот их краткий список. От Техаса до Нью-Йорка волны нелегальных иммигрантов захлестывают наши общины. Только с момента моего избрания спикером менее 100 дней назад администрация Байдена нелегально приняла в нашу страну более 700 тысяч нелегалов. Американские школьники вынуждены учиться в виртуальных школах. Почему? Чтобы мигранты могли спать в школьных зданиях. Американских ветеранов Корейской войны выгнали из домов престарелых, которые были проданы для размещения мигрантов. Наши улицы наводнены фентанилом. Сотни тысяч детей и взрослых отравляются и теряют свои жизни. Главный республиканец, похоже, не верит в то, что демократы готовы идти на условия республиканцев, а также прямо заявляет, что президенту Джо Байдену не нужен этот законопроект. А вот Дональд Трамп, к примеру, называет все это плохой сделкой и плохими условиями. Потому что у нас была самая безопасная граница за всю историю, а теперь у нас самая худшая граница за всю историю. И я имею в виду, где бы то ни было. Нигде в мире не было такой границы, как сейчас у нас. И я надеюсь, что республиканцы и демократы не пойдут на плохую сделку по границе, потому что плохая сделка по границе будет хуже, чем отсутствие сделки вообще. Вам не нужна сделка, чтобы укрепить границу и сделать ее безопасной. У меня была самая безопасная граница в истории. У меня не было сделки. У меня не было законопроекта. Я сказал, люди не приходят, наркотики не приходят. Мы не хотим, чтобы была торговля людьми, о которой никто даже не говорит. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно нам, важно вам и важно Ютубу, который понимает, что это все интересно и нужно показывать как можно большему количеству людей. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.